My presentation is called Four Simple Steps to Healthier Bees. Моя презентация называется «Четыре простых шага, которые могут помочь вашим пчелам, к более здоровым пчелам». I'll do a little bit of preliminaries here. If you want to see this presentation, this PowerPoint presentation, if you go to this link here, or you just go to bushfarms.com and go to захотите presentations. посмотреть эту презентацию, вы можете пойти по ссылке выше и посмотреть там. I have a book in English, German, Spanish, Portuguese, У and меня French. также есть книга на нескольких языках. You can read most of that on my website. If somebody wants to translate it into Russian, I'll publish it for you. Много можно прочитать на моем сайте. Если кто-то захочет перевести книгу, я могу предоставить вам такую возможность. I have a bee camp here every year at my Я house. также ежегодно I'm sure that's a long провожу trip for most of you. пчеловодческий лагерь у себя дома для пчеловодов, для обучения и обмена опытом. But if you want to come and help me do my bee work and learn some about bees, Вы можете приехать ко мне, update that soon. помочь мне работать с моими пчелами, заодно кое-чему поучиться и пообменяться опытом. So let's talk about four simple steps to healthier Так, bees. My давайте first step поговорим is о no четырех treatments. шагах, простых шагах, которые приведут к более здоровым пчелам. Первый шаг называется «не лечить». Reason for no treatments. One of those reasons Почему не is the лечить? ecology Одна of из the hive. причин это экология улья. There are 750 kinds of mites that В live улье живет on более bee, 750 видов клещей. and a lot of insects that live in a bee colony, Большое количество разных насекомых. and more than 8,000 kinds of microorganisms. Более that live 8 in a bee тысяч colony. различных микроорганизмов сосуществуют в пчелиной семье. If you'd like to see the research, Если вы хотите on the узнать 8,000 microorganisms, исследования there's на a эту link here. тему, вот ссылка, по которой можно посмотреть исследования на эту тему. So what happens when you treat a bee colony? What happens to the ecology? Что происходит, когда вы начинаете лечить пчел? Что происходит внутри пчелиной семьи? If you use essential oils, Если вы, например, they лечите kill эфирными most of маслами, the microorganisms. они помимо того, что вам нужно, убивают еще многих микроорганизмов. Organic acids kill most of the Органические кислоты, microorganisms. которыми вы их окуриваете, также убивают много микроорганизмов. And acaricides kill the mites and a lot of the Акарициды insects. убивают клещей, но вместе с ними и большинство насекомых. So, of all these organisms that live in a bee colony, only a few of them cause any Из всех problems. организмов, которые живут в пчелиной семье, только несколько, и очень мало из них вызывают проблемы. And even some of the ones that cause problems actually help solve other Причем problems. даже те, которые иногда вызывают проблемы, на самом деле они еще при этом помогают решать другие проблемы. For example, in the United States, when chalk brood Вот, arrived например, here in the когда в 1960s, Штатах в 60-е годы прошлого века появился известковый расплод, it almost wiped out European foul brood. у нас при этом практически пропал европейский гнилец. Although European foul brood seems to be making a comeback now, but it Он, похоже, almost сейчас disappeared снова for a while. возвращается, но некоторое время его практически не было. There's studies that show that the bacteria that live in the gut of the bee protect them from European foul brood and American foul brood and И существуют Nosema исследования, которые and other говорят, что та бактериальная пленка, которая существует в кишечнике пчел, защищает их от многих патогенов, в том числе от наземы. and some of these are absolutely essential. For instance, the bee bread. И есть ряд микроорганизмов и бактерий, которые критически необходимы в пчелиной семье, потому что, например, без них невозможно приготовление перги. So another reason to not use treatments is Еще одна причина, почему я предпочитаю не лечить, selective pressure where it belongs. это поддерживать, создавать давление отбора там, где оно должно происходить.
as long as we keep treating bees for various things, then the bees never have to deal with them themselves. Если мы They never build up продолжаем активно resistance. лечить пчел, они никогда не смогут выработать своего собственного сопротивления. The other problem is we put selective pressure on the pathogen or the Другая проблема заключается в том, что мы включаем давление отбора на паразитов, because only the most virulent of the pathogens и or the most получается, virulent of что the мы выращиваем наиболее сильных, наиболее ядовитых, наиболее патогенных и самых плодовитых. So the third reason to use no treatments is to keep the combs clean of chemicals. Третья причина, почему я предпочитаю не лечить, потому что при этом воск сохраняется чистым от химических примесей. Many of the acaricides we use, большинство акарицидов, lipophilic, которые they мы love oil. используем, они все жирорастворимые, они любят жир. And they build up in the wax. И они встраиваются в воск. I'm not sure what the norm is in Russia, but here most people use wax foundation, and the foundation comes from contaminated wax. So Я не знаю, как в России с этим, но у нас очень многие люди используют заводскую вощину, и эта вощина приходит уже загрязненная. so it starts out contaminated, and then everything you add builds up in the wax and makes it more contaminated. То есть мы изначально даем пчелам загрязненную вощину, а потом продолжаем усугублять это разными химикатами в лечении. And those contamination from fluvalinate, coumaphos, И вот эти загрязнения, флувалинаты, кумафросы, аметразы, they affect the fertility of the queens. They они очень affect сильно fertility of the влияют drones. на фертильность, на плодовитость маток, трутней And it shortens the lives of the workers. и укорачивает жизнь рабочих пчел. So the fourth reason for no treatments is that any chemicals you put in there interfere with the natural communication of the hive. Четвертая причина, по которой я предлагаю не лечить, это то, что химикаты очень сильно нарушают запаховую среду улья, которая является основой для коммуникации. So bees also use vibration. That's how they do their little dance. They vibrate the comb and do their little dance Также для to say коммуникации where something используют is. вибрацию, которую они создают танцами. But at the end of that dance, they still share some of the nectar and say this is what it smells like, and then И the foragers go out looking for that smell. танцем через вибрацию показывают, где это находится, а потом выпускают запахи и говорят, вот когда вы прилетите туда, вот такой запах вы там найдете от этого нектароноса. But more so, smell is how they know whether there's a queen, how they know if there's Но и что еще более birds to важно, feed. благодаря запахам они понимают, что у них здоровая матка, что пора кормить личинку. So smell is the main way they communicate within the То colony. есть запахи And essential это oils and главный совершенно способ коммуникации в улье. acids. А всевозможные масла эфирные, всевозможные лекарства, они все имеют запахи и нарушают запаховую среду улья. These all interfere with their ability to smell. So what are the downsides of not treating? Какие минусы у того, чтобы не лечить? The theory is that more of your bees are going to die. That has not been my experience, but bees. Как правило, первое, что мне говорят в этой ситуации, так они же все погибнут, если их не лечить. Но мой опыт этого не подтверждает. And if I let them, then I get rid of the weak genes and I keep the good genes. Но если я позволю им погибнуть, погибнут пчелы со слабыми генами. So here, when people have losses, they tend to buy bees from somebody else. Здесь у нас, если люди теряют пчел, они покупают новых. I think the better way is to make splits to cover your losses. А по мне лучше делать That way you отводки, make up for your losses. чтобы возобновлять численность пасеки через отводки от сильных семей. So what are the advantages to not treating? В чем преимущество того, чтобы не лечить?
Obviously, you don't have to buy the treatments. Ну, во-первых, не надо тратиться на препараты. You don't have to drive out to the yards. Они дорогие. Не надо ездить на пасеку, ездить ставить, ездить снимать, проверять. You don't contaminate your wax. Воск не And you don't загрязняется. upset the ecosystem. Не искажается экосистема улья. And a big part of it is you can breed for bees that can survive, and you can breed for mites that can live in a balance with the bees. И важно то, что не просто пчелы лучше выживают с клещом, но и клещ вырабатывается такой, который способен сосуществовать с пчелами, а не загрызает их до смерти. So my second of the 4 simple steps is to breed local survivors. Второй из моих 4 шагов – это работать с местными выживальщиками. If you start with bees that are already surviving in your climate, что такое местные выживальщики? Это пчелы, которые уже показали успешную выживаемость в вашей местности. Then you can get bees that can survive the things your bees are going to face. То есть они уже показали, что они способны справляться с этими вызовами. It's actually, I think, a good idea to raise your own queens anyway, because you can raise them at the best time for them to be well fed, and for there to be lots of drones for them to breed with. Считаю, что лучше выводить своих маток, если уж выводить маток, потому что сами вы можете выводить их тогда, когда для этого самое лучшее время для кормления, самые лучшие вылет дронов, трутней. And if you raise your own queens, you can have queens that have never been caged, which means their ovarials can get fully developed. If you interrupt a queen who's just started to lay, it stunts the growth of her ovarials. И еще очень важный момент, если вы выводите своих маток, и ваши матки не имеют перерыва в червлении, что крайне важно для развития их яичников. Если молодую матку, например, ограничить в червлении на время пересылки, то это может сильно сказаться на ее дальнейшем потенциале. The other thing about more developed ovarials is they make better pheromones because they can't lie about their fertility to the bees. А еще важный момент, что если у нее хорошо работают яичники, они не испытывали перерывов, то у нее хорошо работают феромоны. И она не пчелы хорошо знают, насколько она плодовита. Пчел не обманешь в этом смысле. So the better their pheromones are, the less they swarm, and the better the queens are accepted if you're introducing a queen. А если хорошо работают феромоны, то эту матку лучше примут, и такие пчелы меньше будут роиться. And the other advantages to raising your own queens saves you money. Ну и прочие выгоды своих маток, это и деньги можно экономить. If you raise your own queens, you usually have some smaller colonies with queens in them, so whenever you need a queen, you have a queen. Всегда можно держать запасные нуклеусы с матками и всегда по потребности иметь матку подсадить, если у вас какая-то там пропала. This third one obviously doesn't apply to Russia. You're not going to help the overall genetic diversity of honeybees in North America. Еще один пункт, который я написал у себя, это вклад в общее генетическое разнообразие пчел в Северной Америке. Это, конечно, не имеет отношения к России. In America, there's a lot of people who sell queens, and it's a very small gene pool of queens that they're raising and selling. Но в Америке есть определенное количество людей, которые продают маток, и это приводит к тому, что сужается количество маточных линий и сужается количество разнообразия генетического маток. So my third of the 4 simple steps is natural food. И третий важный шаг – это естественное питание. I have these links in my PowerPoint that you can go to and look at these studies. Вот ссылки, на которые вы можете посмотреть и их изучить. So this is a study that shows that bees that are fed sugar syrup are shorter lived compared to bees that are fed honey. Это исследование о том, что пчелы на сиропе живут короче, меньше, чем на меде. And the reason is their intestinal health because of the bacteria that lives in their gut, and the sugar syrup disrupts that.
И причина в особенностях пищеварения, потому что на сиропе погибают те бактерии, которые живут у них в кишечнике, и которые помогают им переваривать пищу. One of the differences between sugar syrup and honey is the pH. Одна серьезная разница между сиропом и сахаром, между сиропом и медом, это в их pH. So sugar syrup is almost neutral, and honey is 3.2 to 4.5, which is much more acidic. Мед гораздо более кислотный, у него низкий pH 3,4, 4,5, а сахар смещен в более щелочную сторону, ну, практически нейтрален, у него 6,0. Almost every brood disease in bees, plus nosema, all reproduce well at the pH of sugar syrup and not very well at the pH of honey. И почти все распространители расплодных заболеваний и ноземы гораздо лучше себя чувствуют при pH 6, чем при pH 3 и 4. And then you have the other 8,000 microorganisms in the colony also being affected by any changes in the pH. А все остальные 8 тысяч организмов, которые живут в пчелиной семье, которые тоже очень важны для нее, также чувствительны к pH и также лучше себя чувствуют при pH меда, чем при pH сахара. This is it really wasn't about bees, it was about nectar and why nectar doesn't seem to spoil compared to juice or sugar syrup. But that's a study I have here. Здесь у меня есть ссылка на исследование, которое проводилось, исследовались размножение разных бактерий в среде сахарного сиропа и в среде нектара. И вот это вот результаты из нее. So because of the biodiversity of nectar, in other words, it has lots of different microorganisms living in it, it doesn't spoil. В нектаре уже изначально живут тоже различные микроорганизмы, и они продолжают в нем жить и при переработке пчелами в мед. И это означает, что нектар является очень биоразнообразной средой. When I talk about honey and natural food here, I'm mostly thinking in terms of leaving honey for them for the winter, as opposed to stealing their honey and feeding syrup. Когда я говорю о натуральном питании, я всегда имею в виду, что оставлять пчелам мед в зимовку, а не отбирать у них весь мед и не закармливать сахаром. So the downside of leaving honey, of course, is that honey is worth more money than sugar. Say it again. There was a gap with sound. So one of the downsides of leaving honey for food for winter instead of stealing the honey and feeding sugar syrup is the cost. Honey is worth more than sugar syrup. You can't hear me? Что за звук? У меня нет звука от спикера. Say something. Can you hear me? I could try turning the mic off and back on. Now it's coming. It's going. Continue. Is that better? Mm-hmm. Okay. So one of the downsides of leaving honey for food, of course, is the honey is worth more than sugar syrup. И если мы говорим об оставлении меда в зиму, обычно возражают, что мед же дорогой, он дороже сахара. The problem with that argument for why you want to steal the honey is you need to take into account the cost of. Но это нельзя сравнивать напрямую по вот сколько стоит мед и сахар в магазине. Feeding the syrup, потому что закорм сиропом это само по себе большое количество работы и разных действий, и разных рисков. Because feeding syrup sets off robbing. Это и напады. And then you have to consider that the bees aren't going to be as healthy. So
Ну и самое главное, the question is, это does it save степень you money? здоровья пчел. So the upsides of leaving honey instead of stealing the honey and then feeding syrup. А вот выгоды от оставления меда на зиму, вместо того, чтобы закармливать сахаром. We've got less robbing, less drowning. Мы меньше провоцируем work. грабежи, меньше теряем пчел, меньше работы. Less brood disease, healthier colony. А что более серьезно, это меньше болезней расплода, более здоровая семья. So my fourth of the four simple steps is natural Итак, comb. вот мои простые 4 шага к более здоровым пчелам. There's a lot of arguments on both sides of whether natural comb helps with varroa mites or not. I can explain why. Есть много разных дискуссий на тему того, как естественные соты, натуральные соты влияют или не влияют на борьбу с varroa. But either it helps or it doesn't, and even if it doesn't, you haven't made the varroa problem worse. Но если, например, они не имеют отношения к борьбе с varroa, ну тогда вы ничего не ухудшили. So, briefly, I'll talk about why I think it does work. Почему я думаю, что это помогает? So this is the life cycle of a varroa mite. Вот жизненный цикл клеща. So the foundress mite goes in the brood cell just Oh, before it gets microphone. capped. Майкл, I don't hear you. I don't know. I У меня didn't. опять нет звука от спикера. Sound just disappears for somehow. For some reason. Просто исчезает и все. Может быть, уши? I turned it off and back on. Did that help? Майкл? Apparently not. I'm here. Губами шевелит, я ничего не слышу. Say it again. Michael? Yes. I'm here. Yeah. Got me? It's okay. It's okay. Yeah. So we got the foundress mite goes into the cell, right? Did we get that? Yeah. The life cycle, varroa life cycle. Yeah. So the foundress mite goes in the cell just before it's capped, Ну and вот then she lays one egg about every 30 hours. самка после попадания в ячейку откладывает яйцо каждые 30 часов. So the first egg she lays is a male, and the rest are female. Первое яйцо она кладет мужское, а дальше женские. And in order to be viable, when the bee emerges, the female has to get all the way to maturity and mate. Otherwise, when the bee emerges, she just dies. И клещи должны успеть, пока пчела развивается, должны успеть вырасти и спариться с этим самцом первым, иначе при выходе пчелы из ячейки они погибнут. And that takes 10.5 days from when the egg was laid. So the typical offspring of a worker cell in enlarged foundation, which is what everybody typically is using, with a 21-day cycle, it gets capped on day 9, emerges on 12 days later, and the offspring is between 1.5 and И обычно between 1 and 2. Обычно в такой обычного размера ячейки 1-2 клеща бывают на рабочей пчеле и 3-4 в трутневой. And then in a drone cell, it's between 3 and 4 offspring that make it to maturity. Вот это количество личинок, количество клещей, которые успевают выйти живыми. So, of course, the problem then is that the varroa that are in the cell are feeding on the mites. Or the mites are feeding on the larvae. Пока клещ сидит в развивающейся пчеле, он ее ест. So this is a chart showing a small cell worker, a large cell worker,
and a drone. Can you list the next and- next slide? It's in Russian. Sure. Вот здесь на этой картинке видно, как развивается клещ в разных ячейках и в разные дни. So on smaller cells, which is what the bees would naturally build, on natural sized cells, it gets capped on day 8 and emerges on day 18 or 19. В маленьких ячейках, которые пчелы строят сами, он заходит и на 8-й день, и примерно на 18-й пчела выходит. The difference then is that instead of 1.5 offspring plus or minus 0.5, it's 0.5 offspring plus or minus 0.5, which is 1/3 of the reproductive rate. И получается, что в зависимости от ячейки иногда до 1,5 раз больше клеща оказывается в большой ячейке. And the other interesting thing is there's a study that shows that in smaller cells, the male often gets trapped outside the cocoon, and then there's no offspring because there's no male to mate with. А иногда есть еще исследования, которые показывают, что в маленькой ячейке клещ запутывается в оболочке, в мерве, что ли, и к моменту выхода там нет живых пчел, потому что не с кем спариваться. Нет живых клещей. So, go back to foundation. A guy named Badeau, he was a Belgium, came up with the idea to make bees bigger by making the foundation bigger. Один из пчеловодов в Бельгии однажды придумал вощину увеличить в диаметре ячеек для того, чтобы выращивать более крупную пчелу. И это то, с последствиями чего мы все сейчас имеем дело. So you end up with a bee that's half again as big as it would have been naturally. У нас сейчас пчела примерно в 1,5 раза больше, чем она была изначально. These are just some studies if you want to go look at them, or a page on my website that lists a whole bunch of references to books. Если вы хотите углубиться в эту тему, связанную с размером ячейки сота, вот у меня здесь есть ссылки на разные исследования, можете познакомиться с ними у меня на сайте. So, often people want to argue about what natural cell size is, but it seems to me if you just let the bees build what they want, we'll let them answer that question. Очень часто люди спорят о том, что такое натуральный размер ячейки, естественный размер ячейки. Но мне кажется, если отпустить этот вопрос, задать его пчелам, они легко ответят на него. And I think it's reasonable to assume that what they build naturally is what's best for them. И я склонен предполагать, что то, что они построят сами по себе, это и будет то, что для них наилучшее. But the other advantages to natural comb are еще преимущество натуральных it's яйцов less work for the beekeeper because you don't have to put in foundation. это уменьшение количества работы для пчеловода, не надо возиться с вощиной. You get clean wax. Воск становится чище, потому что воск получается непосредственно от пчел, а не от производителя. А если у вас чистый воск, у вас и пчелы более здоровые. It's really the only practical way to get clean wax. И это практически единственный способ получить чистый воск. Ну, вы, конечно, если хотите, можете делать свою вощину из своего воска, но это, конечно, огромная работа. И воск для этого должен быть чистый. So, I talked briefly about this, but there are a lot of studies that show that contaminated wax causes infertile queens, infertile drones, frequent procedures. Масса исследований,
которые описывают, как именно загрязненный воск влияет на плодовитость матки, на способность к оплодотворению трутней, на частые смены матки и насколько, как именно, насколько он ослабляет пчел. So how do you get natural comb in your hives? Как можно The main concept получить is that you need натуральные соты в своем улье? some sort of an edge that runs under the top bar that the bees will build the comb off of. And that edge could be from a V-shaped wedge. Можно, например, There it is. A V-shaped wedge, or it could be an edge just that sticks down. Можно либо закладывать какой-то такой V-образный гребешок в верхнюю планку рамки, которая станет своего рода стартером. What I listed here is based on what's available in the United States, and I don't know what your frames look like for sure, but if we have a top bar that has a groove in it, then you can just put a strip of wood in that groove that sticks down. Если у вас рамка с бороздкой в верхней планке, то тогда туда можно просто вставить узкую полоску вощины как стартер. You could even put a piece of foundation in there, but the problem with that is if later on the wax moths eat all the comb, you'll have to take it back to the house, clean it all out, put another strip of wax in. Where if you put a piece of wood in, it's fairly permanent. If it gets eaten up, you just scrape it off and put it back in the colony. Вариант, который мы используем чаще, это вариант деревянного клинышка, потому что он многоразовый. Если вы вставляете туда полоску вощины как стартер, то тогда ее приходится возобновлять, а клиновидные деревянные стартеры, он остается постоянно. This is a foundationless frame. Вот безвощинная рамка. It has a bevel cut on the top bar. You have to look close to see it because it's in 2 dimensions. It's hard to see, but in 3 dimensions, it has a V shape on the end of it. Если разглядеть, здесь не очень хорошо видно в таком ракурсе, но у нее на верхней планке есть такой вот клиновидный выступ, на котором пчелы начинают строить соты. This is a foundationless frame just before I extracted it. Вот безвощинная рамка перед откачкой. I would point out that it's mostly attached. You can see it's attached at the bottom, and it's attached some on the sides. There's a little missing in the corner. И она практически по всем сторонам прикреплена, только в уголках немножко нет прикрепления. Also, it has that yellow tint to it. When the bees first build comb, it's white and soft. When it has that yellow tint to it, they've come back and painted it with something that makes it tougher. And so if it's got that yellow tint, you can extract it. Когда пчелы только строят соты, сначала они белого цвета, и в этот момент воск очень мягкий. Потом они наносят на него какое-то вот вещество, из-за чего соты становятся желтого цвета. Это означает, что они уже крепкие. Их уже можно откачивать. If it's still white and soft, I cut it for comb honey. Just cut pieces and then Если воск все еще белый и мягкий, тогда я не откачиваю, а просто вырезаю как кусочки сотового меда. So these are the questions I get most often on. Вот вопросы, которые я очень часто получаю от людей на тему естественной вощины. Вощины соты. Can I wire them? Ну, во-первых, можно ли натягивать проволоку? I don't wire them because when they're nice and soft and white, I want to be able to cut them up for comb honey, and if they have wires in them, it gets in my way. Я проволоку не натягиваю, потому что она откачивается без проблем, а если мне нужно нарезать на кусочки сотового меда, то проволока тогда мешает. Also, if they build queen cells on it and I want to use a queen cell somewhere, I can't cut a queen cell out if it's got wires in it. Sometimes, if the wire runs through where the cell is. И иногда, когда они строят там маточники, проволока иногда мешает вырезать маточник, если я хочу его вырезать. So another question is, can I extract them? And
I extract them all the time. Следующий вопрос, как As правило, long as they're насчет yellow. откачки. Если соты уже желтые, я откачиваю постоянно. Another question is, will they just build drones? Следующий частый вопрос, если их отпустить на волю, они же будут строить только трутневые ячейки. The bees have a quota of drones they want to meet, and once they meet that quota, they Но на stop самом building деле drone comb. у пчел есть определенное пороговое значение количества трутня, и больше, чем нужно, больше этого порогового значения они трутня не выводят. So if you leave the drone comb they build in the hive, then they'll start building worker comb. If you keep taking the drone comb away, they'll keep building drone comb. Часто бывает так, что когда вы поставили свободную рамку, и они начинают строить там трутневые ячейки, вы начинаете думать, что все, они теперь тянут только трутня, убираете, а они тогда снова возобновляют трутня, потому что им нужно достичь этого порогового значения. А если вы их не трогаете, они одну-две рамки строят, и все. And the other question is, won't they mess up the comb more often than they do with foundation? And I don't find that to be true. They mess both of them up fairly often. Еще частый вопрос, что если дать им волю, то они будут строить все хаотично, ну, не более, чем при наличии вощины. Они с вощиной иногда и раздувают, и перекашивают, и без вощины точно так же они иногда строят ровно, а иногда хаотично. The only big disadvantage to foundationalists as far as messed up comb is that bees build parallel combs, and if they mess one up, then they'll mess the next one up. Тут самое главное в безвощинных рамках, чтобы улей стоял вертикальный, потому что не строили наклонно. Начинают от одной, а прикрепляют к другой. И тогда они все как бы идут под углом, и вот это может быть действительно неудобно. But usually, if they build one good comb, the rest of them are good. Но, как правило, если они одну рамку хорошо застроили, то и все остальные тоже застроят хорошо. So usually, if I put a new box on, I try to take a straight comb from another box and put it in the new box to give them a comb to build parallel combs from. И, как правило, если я новый улей заселяю, я беру одну сушь и ставлю ее как ориентир, и от нее они строят уже все остальные тоже нормально. So, where's the downside if I do natural comb? I don't. В чем минусы натуральных сот? Я не нахожу никаких минусов в этом. Assuming that cell size doesn't matter as far as varroa mites, it's not going to hurt to have natural size cells. Если предположить, что размер ячейки не имеет значения с точки зрения варроа, ну тогда ничему не повредит. A lot of people rotate their combs out anyway, which chemicals you should, because it'll build up in the wax. And if you're going to rotate them out anyway, it's not that hard to replace them with natural comb. И поскольку вы все равно меняете рамки время от времени, меняете соты, когда они если в них была загрязненная вощина, вы можете ее удалить и поставить чистую. It's less work than foundation. You don't have to put the wax in, put the wires in, crimp the wires, embed the wires. Не нужно возиться с наващиванием, в этот хлопотный процесс там, и с проволочками, и с нагревом. And of course, the whole idea of rotating combs out is to get contaminated combs out of your hive, and this will get contaminated combs out of your hive. Ну вот важно, конечно, с помощью такой безвощинных рамок удалить загрязненную вощину и старый воск из вашего улья. But if cell size does matter as far as varroa mites, then you not only get clean wax, but you solve your varroa problems, and you have healthier bees, not just because of the clean wax, but because the varroa mites do less damage. А если все-таки натуральный размер ячеек имеет значение, то тогда вы улучшаете ситуацию в вашем улье. Ну, во-первых, это и чистый воск, и размножение варроа уменьшается, и пчелы становятся более здоровыми по всем этим причинам, и вам меньше работы. So that's my 4 simple steps. No treatments, breeding local survivors, natural food, natural comb. Вот мои 4 простых шага. Не лечить, работать с местными, хорошо показавшими в себя выживание пчелами,
Натуральная еда и натуральный воск, натуральные соты. I'll give you some contact information. Я, I'm not sure what this says. It's in Russian. Oh, that's what the last one said. Four steps in Russian. Вот Right. здесь есть еще дополнительная информация. So this is some pages on my website with more У information. меня about есть these сайт, things. на котором вы можете почитать и получить больше информации. And then the bees at bushfarms.com is encoded because otherwise all these Russian ladies keep emailing me wanting to marry me. I don't know why that's a thing. Там есть один сайт, на котором мне пишет очень много русских женщин, которые хотят выйти за меня замуж. Я не знаю, почему они это делают. The spam bots go and find those emails and then they send you all these emails. But Вот там, где почта, там почему-то все и шлют. so that's my contact information. Are there any questions? Если у вас есть какие-то вопросы? Yeah.